Доброго дня. Хочу сделать прогноз для всех, кто родился под созвездием Девы. Давайте узнаем, что будет ждать Дев, всех, кто родился под созвездием Девы, в марте 2024 года. А ваши надежды и планы на месяц? Помощь чья-то? Отношения с близкими людьми? Финансы и работа? Первая половина месяца. События первой половины месяца. Вторая половина месяца. И в целом энергии месяца март для всех дев. Ваши надежды и планы на март месяц. Возможно, вы давно уже планировали что-то новое вот по тузу жезлов, и в марте начнете это реализовывать. А может быть, это как-то связано с переездом. Может быть, вы решили переехать в другой дом, в другой город, может быть, даже и в другую страну. Вот по рыцарю жезлов это может показывать какая-то поездка или и вовсе переезд. В принципе, две карты жезлов это означает, что у вас запланирован такой энергичный месяц. А может быть, это к вам приедет кто-то в гости. А, вы Это может быть и внезапно по тузу жезлов. Может быть, вы и не ждете этого человека, а он приедет неожиданно, будет вам такой сюрприз устроит. А, Или, вот как я и говорила, туз жезлов может показывать начало чего-то нового, вот какого-то нового дела, какого-то нового этапа в вашей жизни. А, что-то вот, Что-то вас ожидает в марте, какие-то изменения, какой-то новый план. Это творческая энергия. Может быть, вы задумаете какой-то новый творческий проект, и у вас будет достаточно энергии, чтобы начать его реализовывать. Это вот начало чего-то нового. Какие-то изменения в вашей жизни могут быть. А в отношениях выпали две таких замечательных карты для отношений: влюбленные и двойка чаш. Это может означать карта выбора. Ну, это две хорошие карты. Вы, возможно, решите как-то изменить ваш статус в отношениях. Может быть, получите предложение или сами сделаете предложение вашему партнеру или партнерше. В принципе, карты показывают, что в отношениях все хорошо. Вот карта влюбленные это старший аркан, такой благословляющий пару. Если вы без партнера еще до сих пор, то март обещает вам такую большую вероятность встретить своего человека. Присмотритесь, не теряйтесь. И вот под солнышком солнышко выглянет, и вы как раз можете встретить свою любовь, свою вторую половинку. Неважно, кто смотрит этот расклад, тут, видите, пара тут и пара тут. То есть вот март для дев обещает, что вы будете в паре. У вас все есть шансы на это, что в отношениях все будет хорошо. По финансам, работе выпало тоже два старших аркана: дьявол и башня. Ну, если только вы не занимаетесь каким-то обманом, если вы не продаете какой-то воздух, то вы можете на этом заработать, вот на чужих каких-то несчастьях, на каком-то чужом крахе. Это, конечно, две карты могут показывать вот для таких людей, которым и
война, мать родная, они могут на этом зарабатывать. Для обычных людей, которые достаточно честны не только с собой, но и с другими, может показывать, что будьте осторожны. Вас карты предупреждают, что не поддавайтесь на какое-то искушение. Может быть, вас кто-то а, м, будет пытаться обмануть в марте месяце, играя на ваших слабостях, играя на каких-то, может быть, печальных событиях, может быть, на каких-то ваших страхах, ну, на каких-то вот слабостях по дьяволу, каких-то страстях. Если вы азартный человек, будьте осторожны, не увлекайтесь слишком в казино или в онлайн, каких-то играх, где можно не только выиграть, но и потерять все. Вот по карте башня. А также, возможно, март не самый будет лучший месяц для вложений, потому что вот по карте башни можно, в принципе, вообще все потерять. То есть такие, карта башни — это нестабильная карта. Может, конечно, показывать, что вы поменяете что-то новое, вот вам надоест ваша работа, что вы там прикованы цепями к какому-то одному месту и получаете недостаточно денег и занимаетесь нелюбимой работой, и вы захотите все просто изменить. Вот прямо так в одночасье по башне, вот просто так раз, такое озарение, и вы твердо решите, что вот сейчас я все поменяю, я разорву эти цепи и начну. Вот ведь туз жезлов, может быть, это показывает, что у вас есть план начать поменять что-то в своей жизни, и это, возможно, будет касаться работы. Ну, вот тут, конечно, и отношений может касаться. Может, вы решите а, сделать предложение и вступить в брак с кем-то, с вашим партнером. А в первой половине ну да, вот тем не менее, будьте осторожны. Если вдруг какой-то будет сомнительная сделка финансовая, подумайте трижды, даже не дважды, прежде чем соглашаться на какие-то вложения, потому что можно прям все потерять. А в первом половине месяца, события, вот, не знаю, вы будете очень довольны. Какое-то событие вас ждет в кругу семьи или друзей, вы что-то отметите, будете вот такой довольный котик жизнью. Ну, вот, может, не злоупотребляйте, не надо 9 чаш выпивать, а то потом окажетесь в лапах дьявола. Вот, в принципе, вот в первой половине месяца ожидает вас какое-то приятное событие, встреча, и это принесет вам вот такое удовлетворение. Будете счастливы просто. Вот какое-то событие, которое... Может быть, это свадьба, может быть, день рождения, может быть, просто вы давно кого-то не видели и встретитесь, и вы будете чувствовать себя счастливым. Во второй половине месяца вот тоже карта трансформации, так что вот март может быть такой месяц для вас, прямо вот каких-то изменений в жизни достаточно резких. Тут вот и паш мечей выпал, и карта смерть, 13-й старший аркан, который показывает какую-то прямо вот а, трансформацию, вот такую. И по пажу мечей это может быть неожиданно и резкое. А, Может быть, вам понадобится чья-то помощь. Вот по пажу мечей это может показывать, что во второй половине месяца будет какое-то событие, когда вам придется обратиться к кому-то за помощью. А может быть, вы сами будете оказывать кому-то помощь. Вот по пажу мечей. Вот такое может быть, такое событие. Ну и в целом энергии месяца — это паш пентаклей. Вот мы смотрим, делаем прогноз для дев. Это такая карта дев, энергии Земли. Обучение чему-то новому. Вот, в принципе, может быть, вы и сами думаете, что учиться надо в течение всей жизни, что много всего интересного. Но паш пентаклей, он стоит крепко на ногах и любит изучать что-то новое, осваивать что-то новое, возможно, что-то творить.
что-то, ну, это какие-то новые знания, новые умения. Вот в марте месяце у вас будут такие мысли, что вам нужно что-то изучить новое, собрать побольше информации или, может быть, что-то создать руками, какое-то, может быть, творческое направление выбрать. Что-то, чему-то вы будете обучаться. Может быть, вам недостаточно знаний в какой-то сфере вашей жизни. Вот такой получился прогноз для всех дев. Я желаю вам замечательного месяца и до новых встреч!